Вот по-настоящему нужная машина в России. В продаже появились новые «Жигули», цена 400 тысяч рублей. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк, за это в конце с меня не смешной анекдот. Отечественному автопрому давно пора признать очевидное. Выпускать современные высокотехнологичные автомобили АвтоВАЗ попросту не способен. Конечно, можно сколько угодно приводить аргументы в пользу навороченных Вест, сравнивая их с классическими Жигулями. Небо и земля, скажете вы. Но сколько бы ни тратили сил, времени и финансовых вложений на разработку новых моделей Лады, российский автопром все еще плетется в хвосте мировых производителей. Фактически отечественные машины отстают минимум на 2 поколения от передовых решений мирового автопрома, а уж автомобили, выпускаемые в условиях санкций, и вовсе вызывают смех. Завод работает с перебоями, конвейер периодически останавливается из-за нехватки комплектующих, а сами запчасти – это зачастую китайское вторсырье сомнительного качества. Таков ли облик настоящего автогиганта? Главное, что всегда удавалось АвтоВАЗу – выпускать простые, надежные и, самое важное, доступные автомобили для большинства россиян. Однако вместо этого предприятие пытается угнаться за прогрессом, заключая контракты с китайскими производителями, чтобы выпускать их машины под отечественными шильдиками. Более того, в последнее время все чаще звучат заявления о сворачивании производства простых и бюджетных моделей. Например, Гранту хотят снять с конвейера, заменив ее более дорогой Искрой. Однако, несмотря на все сложности отечественного автопрома, понятно одно – большинству водителей важна не столько сама машина, сколько ее надежность и удобство в эксплуатации. Причем удобство – это не только кондиционер и подогрев сидений, но и современные технологии, которые реально упрощают жизнь за рулем. Например, хороший видеорегистратор – это уже не просто камера, а полноценный ассистент, который помогает в поездках и даже может спасти в спорных ситуациях на дороге. К слову, я и сам недавно выбирал регистратор для защиты в новую машину, а в выборе таких вещей я очень щепетилен. Полазил на сайтах, почитал отзывы и в итоге остановился на зеркале от Trend Vision. Вы этот русский бренд наверняка знаете. Почему именно он? Да потому что это по факту целый смартфон в зеркале. Он работает на Android 10, то есть можно качать любые приложения через Google Play, навигаторы, музыку и все что угодно. А еще есть Apple CarPlay и Android Auto. Это значит, что любые приложения с телефона спокойно выводятся прямо на экран зеркала. Супер удобно для навигации, ответов на звонки, управления музыкой и так далее. Еще что меня удивило, у него встроенный 4G LTE, то есть можно вставить сим-карту и зеркало превращается в полноценный мини-компьютер с интернетом. Для меня это действительно полезно. Онлайн-навигация всегда под рукой. Да и в целом больше не нужно никогда на смартфон отвлекаться, доставать его. Вывел навигатор на зеркало, звонки принимаешь там же. К тому же все из этого работает шустро. Отдельное удовольствие – это возможность из дома отслеживать машину через приложение CarKeeper. На смартфоне прям показывает машину на карте, транслирует с камеры картинку и звук. Если ты параноишь за свою машину, как и я, то это прям нужная вещь. А еще через FM-трансмиттер звук с телефона можно вывести на колонке в машине. Удобно для музыки и звонков. И конечно, основное – это камеры. Здесь передняя и задняя, пишут они Full HD. Даже если машина стоит на парковке, регистратор все равно работает, благодаря специальному контроллеру Trend Vision Hardware Kit. Короче говоря, это уже не просто регистратор, а полноценный ассистент для машины. Так что для меня даже его цена была вполне оправдана. В условиях постоянного роста цен на автомобили и их обслуживания, спросом пользуются именно простые, понятные, надежные машины, похожие на те самые Жигули, которые сейчас переживают свое второе рождение. Все больше россиян ищут возможность приобрести классику. Возвращение Жигулей на конвейер – вполне разумное решение в условиях санкционного давления, проблем с поставками запчастей и частых остановок производства. Деталей для классики в стране запасено на десятилетия вперед, а ее производство не требует сложных технологий. Однако завод придерживается иной стратегии, продолжая гнуть свою линию. Тем временем новые Жигули до сих пор можно найти в продаже. Иногда предприимчивые граждане просят за них совершенно неадекватные суммы.
доходящие до нескольких миллионов рублей. Но попадаются и вполне разумные предложения. Например, недавно на рынке появилась семерка в состоянии близком к идеальному. Практически новая машина по вменяемой цене. Речь идет о ВАЗ-2107. Самой престижной модели классики с инжекторным двигателем и без лишних наворотов. Внешний вид практически безупречный. Автомобиль выглядит так, словно только что сошел с конвейера. Отсутствие ржавчины, родные колеса с заводской резиной, бампера в идеальном состоянии, на кузове ни следа пробега. Машина в редком цвете Сочи, серо-сине-зеленый. Причем не восстановленная и перекрашенная, а оригинальная. Можно было бы поверить, что это новый автомобиль, если бы не следы эксплуатации, о которых продавец честно говорит. 2 косметических ремонта на переднем левом и заднем правом крыле. Но шагрень практически заводская, и заметить вмешательство можно только при внимательном изучении. Салон полностью оригинальный, без переделок и доработок. Даже целлофан на сиденьях сохранился, как на современных грантах. Весь пластик на месте, не зацарапанный, сиденья без повреждений, словно никто в машине и не ездил. Комплектация максимально простая. Никаких электростеклоподъемников, только привычные весла. Из опций разве что нештатная аудиоподготовка и сигнализация. В наличии только необходимый минимум. Прикуриватель, печка, кнопки управления светом, руль, педали и все. За 13 лет автомобиль проехал всего 36 тысяч километров, а владелец у него был один единственный. Очевидно, что хозяин берег свою машину. По технической части никаких претензий. Двигатель работает идеально, без потеков масла и антифриза. Коробка передач переключается плавно. Под капотом инжекторный 1,6 литровый двигатель мощностью 73 лошадиные силы. Этого достаточно. Он экономичен, тяговит и идеально подходит для такой легкой машины. По сути, агрегаты здесь в состоянии почти новые. Ведь с таким пробегом им просто не от чего износиться. Цена почти 400 тысяч рублей. Да, 13 лет назад такую машину можно было купить в разы дешевле, но в реалиях сегодняшнего рынка стоимость вполне оправдана. Конечно, можно бесконечно критиковать Жигули, отмечая их недостатки. Задний привод, отсутствие современных систем безопасности, минимальный комфорт. Но если разобраться, чем принципиально лучше современные модели АвтоВАЗа, кроме цены. Что семерка, что новая Гранта – это одна и та же история. Использование устаревших решений под видом новинок. Но если технологический прорыв так и не случился, то почему ценник новых машин так взлетел? Единственное отличие – передний привод. Да и то его при желании можно доработать. Современные технологии, любую Жигу можно оснастить электроусилителем руля, продвинутой мультимедией и даже кондиционером. При этом итоговая стоимость все равно выйдет ниже, чем у новой Гранты. Отсюда и главный вопрос. Зачем АвтоВАЗу так мучиться, раз за разом презентуя новинки, покупая рекламные обзоры у блогеров, а затем останавливая производство из-за нехватки комплектующих, финансирования или здравого смысла. Как говорится, если не можешь есть, не мучи рот. Хватит гоняться за технологиями, которых все равно не будет. Делайте то, что у вас получается. Выпускайте максимально простые Нивы, верните в производство четверку, не снимайте Гранту с конвейера. Тогда у завода будет и прибыль, и спрос, и никаких проблем с запчастями. Прогресса все равно нет, а россиянам нужна понятная, доступная техника. Что 30-40 лет назад ездили на Жигулях, что сейчас продолжает и никаких проблем. Отмените безумный утилизбор. Дайте людям покупать нормальные машины за нормальные деньги, а не суррогаты за 2,5 миллиона рублей с шильдиком Vesta Sportline. Согласны с таким мнением? Напишите в комментариях, купили бы вы новые Жигули и сколько, по-вашему, они должны стоить. 300-400 тысяч нормально? Ну и обещанная мною шутка. Если Россия это бензоколонка, то США типография.